Приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео у меня для вас очередной нестандарт. Маникюр и перенаращивание себе на верхние формы, а вдохновило меня на данное сочетание фото коктейля с ежевикой и киви. Итак, четко и информативно, поехали! Это мои предыдущие ноготки, как делала их, оставлю ссылку под видео в описании и в правом верхнем углу. Им уже месяц и пришло время коррекции, но в моем случае это снятие и наращивание заново. Изначально форма этих ноготков мне была неудобна, но к ней я привыкла. Что больше всего меня радует, так это их носибельность, то что ногти реально очень прочные. И первым делом спиливаю длину, и сейчас покажу толщину в стресс-зоне. То есть 2-3 мм. Конечно же, этого за глаза для хорошей носки. Затем меняю фрезу на твердосплавную сеченый конус и спиливаю старый материал. Чтобы сильно не травмировать свою ногтевую пластину, я все же стараюсь оставлять какой-то совсем тонюсенький некоторый слой, чтобы каждый раз не пилить по своим ногтям. Пилкой 180 грейд подпиливаю свободный край. Аккуратно пушером пододвигаю, приподнимаю кутикулу. Алмазной фрезой пламя с красной насечкой на 25 тысячах оборотах прохожусь сначала на форварде, выпиливая птериги из-под кутикулы, синусов и боковых валиков. Затем переключаю аппарат на реверс и повторяю все те же самые движения, но уже в обратную сторону. Обработав все пальцы, очищаю от пыли и кусачками для кутикулы отрезаю кутикулу. Стараюсь сделать это одним срезом, одним рулоном. Где необходимо, дорезаю, дорабатываю. Тщательно обезжириваю, протираю ноготки, залазю во все пазухи, чтобы нигде не осталось ни одной пылинки. Опять пушером пододвину кутикулу и, можно сказать, приступаю к наращиванию. И для начала мне необходимо подобрать размер формы под каждый ноготок. Формы у меня одни из самых бюджетных с AliExpress, ссылку на них оставлю в описании под видео. И прикладываю форму к ноготку, смотрю, чтобы у меня было достаточное расстояние для материала и точки в рост были хорошо закрыты. Я подобрала форму под каждый ноготок и не забываю отметить, где у меня заканчивается мой натуральный ноготь и длина свободного края. Ногтевая пластина у меня уже обезжиренная, прохожусь бескислотным праймером, или он же Ультра Бонд. И для отличной сцепки материала с натуральным ногтем, втирающими движениями промазываю ногти базовым гелем, либо базой для гель-лака. Просушиваю 30 секунд. И далее я работаю антисептиком, набрызгиваю стаканчик для мономера, это вместо жидкости для работы с полигелем. Затем беру прозрачный полигель и вдавливаю горошину в форму. Кистью приминая, приглаживаю, это будет мой свободный край. Делаю его сразу тонким, не толще банковской карты. Этим прозрачным полигелем я выкладываю свободный край и растягиваю еще чуть дальше по ногтевому ложу. Свожу на нет. Теперь мне понадобятся вот такие фруктики Фима. У меня это достаточно большой пакетик с AliExpress. Я выбрала необходимые мне киви и лаймы и маникюрными ножницами порезала их на половинки и четвертинки. Сложила в контейнер. Также мне понадобятся сухоцветы фиолетового цвета. Нашла их вот в такой коробочке ассорти. Выбираю фиолетовые цветы и точно так же маникюрными ножницами режу в контейнер. Прозрачный полигель я не просушивала, он у меня жидкий. И, собственно, на липкий слой вдавливая, выкладываю сначала фрукты, а затем цветы. Буквально по 2-3 кусочка. Затем беру салатового цвета хлопья, ставлю каплю в форму и растягиваю чуть в сторону ногтевого ложа, и чтобы хлопья немножко спускались по свободному краю. Затем фиксирую в лампе 10 секунд. И теперь мне понадобятся витражные полигели. Это синие и фиолетовые. Я не нашла подходящего оттенка, и мне пришлось смешать эти два цвета, чтобы получить нужный сиреневый цвет.
Выдавила по горошине по капле на палитру. Безумно красивые цвета и действительно прозрачные и стеклянные, но они такие желейные, не так удобно с ними работать, как с обычными полигелями. Пушером аккуратно смешала, чтобы не было воздуха. Набираю шпателем и выкладываю где-то примерно пол капли, половину горошины выкладываю в форму и распределяю. Этот фиолетовый полигель мне необходим для цвета подкрасить прозрачно-фиолетовый и на этот липкий слой выложить еще красивых разноразмерных блесток, шестигранники и звезды. Не просушивая этот фиолетовый, кистью выкладываю и пушером как бы вдавливаю в этот полигель. И вот такая вот аквариумная коктейльная красота у меня получается. Фиксирую 10 секунд в лампе. Таким образом я выложила все формы, большой пальчик я уже поставила. И мне теперь необходима капля, на которую я и поставлю, прикреплю к ноготку форму. Я нашла безумно красивый, бежевый, действительно такой телесный цвет с мелким приятным шиммером. Выкладываю горошину в форму, кистью притаптываю, приглаживаю. И ставлю форму на ноготок. Формы на остальных ноготках я уже поставила и промежуточно зафиксировала, чтобы они никуда не смещались, пока я поставлю последнюю. Выровняв со всех сторон форму, мне все нравится, отправляю в лампу на 1 минуту. Просушив все ноготки, аккуратно отщелкиваю и снимаю формы. Вытираю липкий слой, обезжириваю. Это будет, где выступал полигель у кутикулы и под свободным краем. Теперь мне осталось подпилить бортик у кутикулы и у боковых валиков и выровнять свободный край. Бортик у кутикулы я подпиливаю твердосплавной фрезой с красной насечкой. Не знаю, как называется. Ссылку на магазин, где покупала, оставлю в описании под видео. Пилочкой 180 грит выравниваю свободный край по форме. Под свободным ногтем снизу мне практически ничего не нужно пилить, кое-где слегка выровняю арку. И вот такая вот красота у меня уже получилась. Тщательно очищаю от пыли ноготки, обезжириваю. И для того, чтобы кончики были прозрачные и стеклянные, перекрою их глянцевым топом. Промазала свободный край изнутри, зафиксировала несколько секунд в лампе и затем этим же глянцевым топом без остаточной липкости перекрыла все остальные ноготки сверху. Окончательно топ досушила 1 минуту и аквариумный коктейльный нестандарт готов. Что скажете? А как вам такое сочетание фиолетового с зеленым? Киви, лаймы, фиалки, наверное, фиолетовые цветы. Мне, как всегда, хотелось чего-то эдакого, чего ни у кого не видела. И у меня это получилось. Безумно кайфовое, красивое, неизбитое сочетание. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне очень приятно. И таким образом я вижу, что вам нравится и вы цените мое творчество. А также не забывайте подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых видео!